Владимир, скажите, пожалуйста, вот буквально недавно Ахмадинежад посещал Баку, где прошла его встреча с Ильхамом Алиевым и также Эрдоганом. Обозначает ли это, что в отношениях между Ираном и Азербайджаном и Ираном и Турцией наметилось некое потепление? И вообще, какой вы видите ситуацию по отношениям между этими странами? С момента моего посещения Баку в феврале нынешнего года я наблюдал ухудшение отношений между Ираном и Азербайджаном. Мотивов для этого было много. Это и поставки вооружений из Израиля, это и так называемые инциденты с дипломатами из Израиля в Баку, это и арест большого количества граждан Азербайджана, которых обвинили в связях с корпусом стражи исламской революции. То есть мотивов для обострения отношений было более чем предостаточно. В то же время, я думаю, что надо хотя бы часть из них, нужно снимать избыточное напряжение, которое есть между двумя государствами, особенно если у них есть общие границы. С этой точки зрения для Ирана важно, чтобы вот уровень конфронтационности он не выходил за некоторые пределы. И с этой точки зрения визит он снял какую-то, может быть, избыточную напряженность, которая реально существует. Некоторая напряженность существует же не только между Ираном и Азербайджаном, а есть между Ираном и Турцией. В частности, обусловлена сирийской проблемой разным подходом к ее решению. С этой точки зрения Турция тоже заинтересована в снятии избыточной напряженности, потому что она заинтересована в продолжении экономического сотрудничества с Исламской Республикой Иран. И не только в транспортировке не только в покупке иранского природного газа или, например, в транзите туркменского газа. Турция заинтересована в реализации различного рода проектов. И с этой точки зрения, я думаю, что вот это снятие некоторой избыточной напряженности, оно было вполне естественным. И, по-видимому, какую-то избыточная напряженность была снята. Но, конечно, проблемы не решены. С этой точки зрения, но показательный сам факт, что такая встреча состоялась, что у сторон есть желание не только идти на обострение, но и попытаться найти какой-то компромисс, который сейчас приемлем. То есть ситуацию не надо усугублять, не надо ее рисовать только в черных тонах. То есть внешняя политика, она все-таки остается попыткой не только реализации национальных интересов, но и попыткой избежать какой-то серьезной конфронтации. И с этой точки зрения эта встреча, по-видимому, она достигла своего результата не в том, что удалось что-то решить. Проблемы слишком серьезны для их решения, а лишь чтобы снять избыточную напряженность. Я бы так оценил эту встречу. А какова была реакция Турции на введение санкций, на запрет экспорта газа из Ирана, поскольку она одна из заинтересованных сторон? Я думаю, что Турция, конечно, была недовольна, потому что она первая оказалась под ударом. И с этой точки зрения, вот мне очень интересен вопрос в отношении транзита, потому что здесь получается газ не иранский, но тем не менее получается, что вопрос транзита возник, и транзит по иранской территории, здесь косвенно Турция может пострадать, потому что, вы понимаете, 8 миллиардов кубометров, это для Турции не критично, она может брать их для собственных нужд. Но туркменский газ, с учетом прокладки второй нити, и возможности его по транспортировке расширяются. И вот уже туркменский газ, он для Турции является более критичным. Ему нужно иметь мотивировку того, чтобы он этот газ мог продавать в сторону Европейского Союза. Вот я думаю, для Турции, наверное, даже более важно именно вот это согласие Европейского Союза на то, чтобы туркменский газ транспортировался по территории Турции. Вот я думаю, что, наверное, для нее это важно. И с этой точки зрения, я думаю, что, как всегда, будет формальное решение и будет его реализация. Я считаю, что Турция, с учетом ее важности для Европейского Союза, с учетом того, что она является передовым флангом борьбы с Сирией в том числе, по-видимому, Турции пойдут навстречу и не заметят поставки туркменского газа по иранской территории. Вот я бы так на это рассчитывал, потому что Турция является, помимо всего, членом НАТО. НАТО заявило ее поддержке по сирийскому вопросу. То есть в этих условиях не удовлетворить требования Турции, наверное, было бы неразумно.
Поэтому я думаю, что, наверное, туркменский газ постараются не заметить. Вот если вернуться к теме ирано-сирийских отношений, вы упоминали в выступлении финансовую помощь Сирии Ираном, но помимо этого Иран помогал Сирии также некими военными отрядами. По вашему мнению, после ввода санкций будет ли Иран продолжать поддерживать Сирию подобным образом? В условиях ужесточения экономических санкций возможность Ирана по оказанию помощи Турции, возможность Ирана по оказанию помощи Сирии сократятся. Но Иран обязательно продолжит оказание помощи Сирии даже в условиях экономических санкций. В отношении того, кто будет воевать на территории Сирии. На территории Сирии в основном воюют именно две алавитские дивизии и 10 полков спецназа. Вот они в основном воюют, они во многом укомплектованы именно алавитами. Именно они несут основную тяжесть боевых действий. Было бы неправильно считать, что на территории Сирии сирийскую проблему решают иранцы или, например, представители Хизбаллы. Да, они имеют они участвуют в каких-то операциях. По-видимому, они будут продолжать участвовать, но не они несут основные потери, не они являются основной силой, которая решает внутреннюю проблему Сирии. Вот это не надо преувеличивать. Другой вопрос, что иногда для решения каких-то локальных проблем, наверное, действительно было бы хорошо иметь хорошо подготовленных спецназовцев, которые не были бы измотаны постоянными боями. Потому что вот те, которые войска воюют против радикалов, они действительно измотаны. Их порядка 30 тысяч. Они уже в течение 1,5 лет воюют. И, конечно, они, может быть, озлоблены излишне. Поэтому с этой точки зрения, наверное, для локальных каких-то операций использование спецназа Ирана возможно, но это не решает проблемы. Это только лишь оказание помощи. Помимо этого, по-видимому, помощь оказывается в виде поставок оружия, но, насколько я знаю, оружия достаточно. Достаточно для ведения боевых действий. И это, по-видимому, является критичным. Я думаю, что основная помощь Ирана все-таки не помощь с помощью корпуса Старославской революции. Основная помощь – это экономическая, потому что именно в экономике решается сейчас судьба Башара Асада. Потому что если экономически Башар Асад устоит, в этом случае, по-видимому, он власть удержит, если останется жив. Если же экономически он не стоит, то в этом случае никакой корпус Старославской революции не сможет защитить Башара Асада. Поэтому а здесь именно роль Ирана, она очень существенна. Причем он влияет как напрямую, так и косвенно через другие государства, в первую очередь через Ирак. Владимир, и последний вопрос такой, несколько гипотетический. Если предположить, что санкции действительно очень сильно ослабят Иран, означает ли это, что он сможет пойти на попятную в таком вопросе, как статус Каспия под давлением? Я не думаю, что Иран пойдет на согласие. И вообще я не верю в то, что Иран будет принимать какого-либо ультиматума. Если кто-то хочет убедить Ирана пойти на какие-то уступки, он должен это очень красиво обставить. Он должен убедить всех в мире о том, что на самом деле Иран не уступает. Это мы уступаем Ирану, и только в этом случае Иран может пойти на какой-то компромисс. С этой точки зрения, то, что вы говорите, для Ирана является неприемлемым. Иран не пойдет ни на какой компромисс, тем более, что статус Каспия сейчас на Иран сильно не влияет. Это проблема долгоиграющая. Иран понимает, что Россия косвенно заинтересована в сохранении нынешнего положения дел. И с этой точки зрения, я думаю, ожидать каких-то подвижек по Каспию в условиях санкций, наверное, было бы неправильно. Это не тот совершенно повод. Но если говорить уже не о Каспии, а в целом, кто-то хочет от Ирана чего-то добиться, то это должно быть информационно подготовлено. И это должно быть выставлено именно, должна быть создана основа для того, чтобы сказать, что Иран не идет на уступки, а он на самом деле побеждает в чем-то. Вы понимаете, в этом искусство работы именно с Ираном. К сожалению, я не вижу в Западе понимания именно иранской психологии, что им очень важно, как говорят в Японии, сохранить лицо. Для иранцев это очень важно. И если Запад будет исходить из теми методами работы, как сейчас, путем ультиматумов, он не сможет добиться успеха. Он не позволяет Ирану сохранить лицо, и это полностью лишает его возможности идти на какой-то компромисс. Хотя, конечно, я понимаю, и Иран
тоже, имея многовековой опыт дипломатической работы, он тоже очень часто использует недостатки Запада, но в целом, я думаю, вот метод компромисса в отношении Ирана он неприемлем.